Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Понедельник, 24 октября. Я рад приветствовать всех на ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, где у нас происходит достаточно живое общение в чате, где мы излагаем свои мысли, делимся точками входа, анализируем текущее состояние графиков, заявок, стаканов, в том числе рассматриваем и классический рынок, это вот пара евро-доллар, по которой я прогнозирую снижение в текущий момент. В общем, присоединяйтесь, будет интересно. Наше сообщество растет, канал растет, развивается, поэтому впереди ожидаем много чего интересного. Поехали! По традиции начинаем с тепловой карты акций пятничного фондового закрытия американского рынка. Мы получили динамичный рост, закрылись почти все инструменты в зеленой зоне. Однако сегодня уже мы получаем негативный вариант развития событий. Рынок крипты идет потихонечку вниз. Вчера мы получили шорт-сквиз на 19700 в 3 часа ночи, закинули цену, но мы помним, что у нас есть незакрытый гэп на бирже семьи, который образовался на уровне цены 19180. Посмотрим на эту отметку позже, что же, какая перспектива нас будет ожидать. То есть в моменте главный инструмент криптовалюты снижается, все альткоины также находятся в поступательном снижении. Итак, посмотрим. Индекс страха и жадности уже который день находится на отметке 22, 23, 24 пункта. В этом смысле ничего не меняется. На рынке царит чрезвычайный страх. Собственно говоря, никакого позитива пока глобального на рынке нет. Соответственно, ожидать масштабного потепления на графиках пока рано. 2 ноября нас ожидает очень важная новость по Америке. Это нам скажут новый процент ставки по денежно-кредитной политике. Будет ли это 0,75 или больше или меньше. Будем смотреть в моменте и анализировать текущее состояние рынка. Экономический календарь сегодня наполнен также важными новостями. У нас достаточно обширная идет новостная тематика по Китаю. Вышла ночью, да, что-то в зеленой зоне, что-то в красной. Вы можете более детально изучить на это на сайте investing.com в разделе экономический календарь. Собственно говоря, трейдеры каждый день обязаны заглядывать и смотреть статистику. Далее нас ожидают новости по Британии, Франции, и в 16:30 начинается отчетность по Америке. Наиболее важное это индекс деловой активности в производственном секторе PMI, который в этом месяце прогнозируется меньше, чем в прошлом. Посмотрим, какие будут реальные статистические данные. От этого будем исходить и отталкиваться в наших сделках. Так, приступаем к анализу графиков. Значит, я открыл заранее подготовленный график индекса доллара США. Что мы видим? Мы видим образование восходящего клина. Это очень, значит, интересная модель образовалась у нас, волна Вульфа. Мы пришли к верхней границе данного канала, соответственно, в перспективе в любом случае я ожидаю снижения. Да, мы можем заколоть этот уровень и пойти на отметку 118. И в своих недавних видеообзорах я показывал, почему это может быть. Но в глобальном смысле я думаю, что индекс доллара, конечно, уже подустал расти и не мешало бы уже отправиться на какую-то коррекцию. Но опять-таки новостной фон держит всех в напряжении. Это не дает нам в моменте ощутить какого-то динамичного поступательного снижения. Да, если пойдут новости по Америке более положительные, значит, конечно, индекс доллара пойдет на свою коррекцию. Соответственно, это даст возможность вдохнуть в себя энергии всем активам, в том числе и рынку крипты. Почему я выделяю большое внимание индексу доллара? Да потому что все в мире взаимосвязано. Капиталооборот, оборот абсолютно всех денег, он взаимосвязан. Не может расти один рынок вне взаимосвязи с другим. Поэтому прямое значение на всю инфографику имеет прежде всего экономика США, которая оказывает главенствующее свое давление во всем мире. Я только что сбросил в телеграм-канал информацию, согласно которой мы видим, что большинство мощностей по майнингу переехали в Соединенные Штаты Америки. Более 40% они имеют влияние на этом рынке. Поэтому о чем тут можно говорить? Прямая взаимосвязь доллара
с рынком крипты, она очевидна. Растет доллар, падает биток. Ну и, собственно говоря, все остальное. Тоже золото корректируется, та же нефть. Собственно говоря, это недельные таймфреймы. Если возьмем на дневках, увидим более динамичное снижение. Все взаимосвязано, ребят, тут одно без другого не работает. В текущий момент индекс S&P 500 и Dow Jones тоже снижается, минус 0,5% идет снижение общее по этим индексам. Собственно говоря, рисовал уже эти все усеченные модели, вы все видели. Вот изображение, значит, фьючерса на индекс S&P 500, который показывает нам формирование в моменте волны E. В данный момент времени мы пока имеем усеченную структуру. Будет ли она действительно усеченной или получит полноценное развитие, мы с вами увидим. Собственно говоря, мы сейчас топчемся возле 38 уровня по Фибоначчи. Я уже неоднократно об этом говорил. Просто обновляю информацию для всех вновь пришедших. Значит, 38 уровень на грани, следующий идет 50, это 3250 долларов. Соответственно, мы можем получить снижение в перспективе на 7-8%, и это даст, соответственно, двойное снижение по рынку крипты, если это будет происходить. То есть это надо понимать, что в любом случае падает на процент Америка, на 2 падает крипта. Это полная прямая взаимосвязь. Даже в моменте мы можем увидеть индекс минус 0,6%, биток 1,3%. Да, это бывает не всегда, но это бывает очень часто. Что говорит нам доминация битка, вернее стейблкоинов? Да? Мы идем по-прежнему в восходящем клине. Да, мы сейчас имеем, если посмотреть на коротком таймфрейме, на часовике, мы видим с вами четко, что у нас был клин в клине, собственно говоря, и маленькая структура его значит, начинает ломаться, мы вышли из границ этого канала, соответственно, мы можем протестировать нижнюю границу, а это может дать приток ликвидности на любой другой инструмент, то есть, ну, в частности, по биткоину, там, или по эфиру, или приток ликвидности в любую другую валюту. То есть, ну, будем смотреть, как будет развиваться динамика по капитализации индекса доллара. Что у нас с доминацией биткоина? То есть она, опять-таки, тоже движется у нас в восходящем клине. Он еще заканчивает свое формирование, но мы уже видим, что тенденция к росту она тоже загибается. Это говорит о том, что в моменте может она начать свое динамичное снижение. Собственно говоря, это может быть одновременно вызвано снижением по битку. Это абсолютно такая нормальная тема, когда снижается доминация, снижается и цена битка. То есть здесь никакой, скажем так, вывода из этого сделать нельзя. То есть, да, в моменте могут биток выгребать, но доминация может падать. Соответственно, ну вот имеем то, что имеем. Это не значит, что сейчас доминация свалится и мы получим альтсезон. Нет, биток пока еще не показал динамичного роста, никакого альтсезона не будет. Если биток вырастет, доминация за ним подтянется. Когда биток будет флетить, тогда из доминации деньги пойдут в альту. Только в этом случае мы получим альтсезон. Будем наблюдать за этим моментом. Так, смотрим на график битка. Что мы получили с вами вчера? Вчера, собственно говоря, мы получили с вами шорт-сквиз. Проще говоря, простым языком. Это был вынос стопов тех вернее шортистов, которые цеплялись за этот рынок вот с этих всех уровней. Да, они добились чуть там 19800. Это было видно вчера, кстати, по стаканам я сбрасывал телеграм-канал о том, что блоки стоят вот 19800. Видите, они как раз пришли к этой зоне, динамично получили такой же вкат назад. Соответственно, 19180 у нас есть незакрытый гэп на CME. Я вам сейчас его продемонстрирую. Да, вот нам его надо закрыть, ну, снизиться. То есть это случится в ближайшее время. Тут, никаких шортов сейчас рассматривать по битку не стоит, но надо понимать, что мы можем скорректироваться, и это может случиться. Ну, для биткоина сделать там шаг в 140 долларов, ну, это просто как чихнуть, извините. Поэтому гэп этот в ближайшее время, я думаю, что они закроют, и дальше будет развиваться какое-то, опять-таки, в целом боковое движение, потому что мы идем в нисходящем треугольнике. Да, волатильность сужается, рынок пока еще находится в напряжении, собственно, это и демонстрирует индекс страха и жадности. Да, вы видите в моменте, что они могут встряхивать
как лонгистов, так и шортистов вот своими такими движениями, которые никто никогда не ждет. Это происходит в выходные дни. Соответственно, вот ближайший уровень поддержки у нас 18 200 долларов. Если мы будем подходить и закалывать нижние зоны, то есть все шансы пойти пробивать годовые минимумы. Отметок не рисую, но по теханализу это можно выглядеть так, что все понимали. С нами много новеньких, поэтому, ну, чтобы вы понимали, куда мы можем прийти, там, вплоть до 10 тысяч. Опять-таки, в телеграм-канале я публикую много информации, почему мы можем прийти к тем же 10 тысячам, да. То есть фрактал 2018 года он может повториться, да, он может и не повторяться, потому что большинство ждет снижения, все напуганы, и рынок может совершить совершенно обратное движение, вот, условно говоря, это может быть ложный выход наверх, и потом резкий выход в зону 24 тысяч. Да? То есть этот рынок любит удивлять. В этом смысле утверждать что-то однозначно совершенно нельзя. То есть я работаю всегда с графиком, я не использую на графике почти индикаторы, только какие-то там очень важные там для меня осцилляторы там, или несколько восходящих средних. Все остальное, ребят, это все в моменте, никакие индикаторы вам не помогут, не подскажут. То есть мы прошиваем любыми импульсами любые уровни, если это надо крупнее. Ну, соответственно, ориентироваться на индикаторы и верить в них. Ну, я вижу технической картине, да, есть нисходящий тренд, есть, ну, может быть, не совсем там небрежно, вот там уже рисую без магнита, да, у нас есть четко треугольник, всегда нисходящие треугольники бьют куда? В сторону продолжения тренда. Соответственно, все шансы пойти ниже есть, и этого не надо бояться, то есть глобальный биток в зоне 10 тысяч это супер будет отметка для накопления масштабной длинной позиции, потому что я уже тоже в своих видео показывал, что биток имеет все шансы пойти на 100 тысяч плюс в перспективе, но для этого надо времени. Если хотите, я могу обновить эту информацию. Посмотрим на графике BLX. Несколько уровней на недельной зоне. Сейчас мы отключим лишние уровни. Смотрим в перспективе, да, то есть в перспективу смотрим и смотрим историю. То есть мы сейчас находимся в идеальной зоне для накопления позиций, 18 тысяч назову ее, да. Следующая отметка идеальная это от 15 до 10 тысяч. Мы видим, что когда цена приходила не раз, она потом получала 1000% роста. Да, у нас были нестандартные ситуации, мы на неделях закалывали эту зону, и это тоже надо понимать, что такое может быть. Но вы видите, как вела себя впоследствии цена. Везде, где мы приходили в эти зоны, мы получали сильнейший толчок. Вот, например, здесь мы росли там 106 долларов, 160 до фактически, представляете, 19 тысяч, 12 тысяч процентов. Вы думаете, да, соответственно, где мы находимся сейчас, да, пусть у нас верхняя граница это 100 тысяч долларов, но опять-таки это идеальное место для накопления позиций. То есть неважно там, куда мы там придем, я уже считаю, что если мы уже спустили 69 тысяч на 19, да, то в плане и своих каких-то стратегических накоплений нам абсолютно нормально будет спуститься в более низкий этаж и там докупить, сформировать свою стратегическую инвестиционную позицию и тянуть ее до сотки, это как минимум. Поэтому, что касается, например, моих каких-то позиций, то я накапливаю биток абсолютно на разных уровнях, его докупаю. До инвестирования я абсолютно вообще не парюсь. То, что он сегодня стоит 19 тысяч, там, завтра может стоить 15. То есть у меня есть инвестиционная идея, где я просто, ну, придерживаюсь своего стратегического плана. Да, интрадей, там, внутри часа, внутри минутки торговать. Это там другая совершенно используется методология, но здесь как бы я понимаю, что где бы мы ни находились, я верю в исключительно рост впоследствии до этих уровней. Так, эфир. Смотрим эфир. Ну, эфир вчера показал. Сейчас мы включим лишние индикаторы, которые нам не нужны. Ну, это мой стратегический план по эфиру. Опять-таки публиковал его давно. С ним я победил Гошу Романова и попал в элитку
в элитку клуба аналитиков. Собственно говоря, ну что, дневка, это неделька, ежедневка. Мы идем по плану, по разметке. У нас есть нисходящий канал, вот красными он обозначен линиями, да, есть своя внутренняя структура. Внутри этого канала формируется, ну, можно сказать, треугольник в треугольнике в треугольнике, да, то есть цена дышит в рамках этого треугольника, да, идет поджатие, идет зажатие, соответственно, где-то в ноябре месяце мы должны получить в итоге выход из этой всей структуры. Выход куда? Я ожидаю наверх. То есть я ожидаю наверх и ожидаю его, ну, в первых отметках это $2000, по остальным уровням FIBA это 2300, 2500, грубо говоря, 2800. Соответственно, в этом плане ничего не меняется. Да, интрадей стратегия может быть другая. Эфир, опять-таки, я тоже накапливаю его. Соответственно, ну, я вижу в этих двух монетах, в биткоине, эфире потенциал. Все остальное, что мы с вами смотрим, ну, такое себе, знаете, спекулятивные инструменты. Посмотрим этот АПТ. Все прям, ну, спит и видит эту монету. И, честно говоря, я уже за 5 лет изучения своего криптовалютного рынка понимаю, что это все хайповые проекты. Сегодня они есть, завтра нет. Но в моменте новым участникам рынка кажется, что это та самая граль, которая сделает их миллионерами. Ребят, такого не бывает. Такое бывает, но один случай на миллион. Опять-таки, вчера сбрасывал в телеграм-канале всю инфографику. То есть мы идем в параллельном канале, да. Опять-таки можно разрисовать структуру роста АБЦ. Да, мы пробили поддержку. Можно так начертить. То есть у нас пошла разворотная модель. Сейчас формируется некий треугольничек, да, треугольник в треугольнике, опять-таки. Нижняя граница этой всей истории находится где? 8.40. То есть я считаю, что с этой монетой опять-таки всех прокатит. Мы видели аналогичное движение здесь, куда мы потом пришли. Мы видели здесь отскок, здесь уровень, видите, как четко отработал. Пришли к верхнему, к среднему, к среднему. Когда цена приходит часто к среднему уровню, она имеет все шансы прийти сюда. Поэтому, ну, мои мысли вы, наверное, поняли по этой всей монете. Если посмотреть на более коротком таймфрейме, ну, в принципе, он-то там особо ничем не отличается от длинного. Поэтому, ну, да, есть там своя структура. Можно считать, что была уже коррекционная структура А, Б, С, но я считаю, что С должна пойти ниже. Ну, то есть у нас формируется пока такая А, Б, С, Д, Е. Может быть, еще и такая нарисуется сейчас. Сейчас дорисуем более интересную. Может быть она может пойти наверх? Конечно, может быть. Может и пойти. Когда цена формирует свою структуру в треугольнике, с треугольника одна из самых сложных структур, которую можно торговать, чтобы все понимали. Ну вот, грубо говоря, А, Б, С, Д, Е. Можем пойти наверх? Можем. От каких уровней можно ее торговать? Ну, либо торговать ее... Стрелочки мои. Сейчас, ребят. Вот. Смотрите. Получим Е. Можно покупать здесь с коротким стопом за этой линией. Можно идти в пробой вот этой зоны. То есть вариантов на самом деле много. Пока она не отрисует четко эту структуру, однозначно сказать, что мы сейчас там будем расти или падать, ну, это очень сложно. Потому что мы можем идти вот так. И, например, вот так. Соответственно, ну, беру эту монету на контроль, она у меня и так на контроле. Но с ней надо быть достаточно аккуратным. Но в плане там техники она рисуется очень хорошо, идет технично, красиво. То есть паттерны в паттернах, это все легко читается и можно сделать предположение, куда мы пойдем в моменте. Посмотрим еще некоторые монеты и закончим. Получается достаточно длинные обзоры. Может быть, не всем это нравится, но это рынок, ребята. Тут или анализировать его, или сидеть в носу ковыряться, простите. Тогда уже ничего
будет непонятно. API. Ну, да, вчера, кстати, я уже не укладывал это в канал, но еще где-то вот в районе 4 часов рисовал себе такой сценарий. Ну, посмотрите, как четко это все работает. Пришли, вышли, долбанули, все, хоп, возвращаемся в диапазон. То есть сейчас засиживаться в позициях, ну, совершенно не стоит, потому что эти позиции могут потом дать неплохо по рукам. Ну, по ней структуры пока не вижу никакой. Увижу, нарисую более детально. GMT. Красавчик. Дал хорошую реализацию от того сигнала, который я публиковал. Почти 17%. Сейчас, в принципе, происходит очередное поджатие к уровню. Соответственно, следующее снижение может выглядеть таким образом. То есть идет поджатие, дальше уже как бы идем в пробой. То есть монета дала уже хорошую реализацию, но я считаю, что она пойдет ниже. И ниже, и ниже. Мне жаль тех инвесторов, которые покупали там какие-то кроссовки, если вкладывали десятки тысяч долларов. Сейчас мало того, что им насандалили этих монет, там они просели там от пика своего там в 3 раза, так еще и вложили кучу денег в виде солов там в эти кроссовки. Я думаю, что вы все, наверное, слышали подобные истории. Вот они чем всегда заканчиваются. Смотрю еще за инструментом VU. Есть у меня в чек-листе. В принципе, он рисует неплохую формацию, он уже, кстати, из нее выходит. Ну, пока по нему сетапа никакого давать не буду, жду. Ави, кстати, неплохо себя показал, тоже мы его рассматривали. Шли в каналке, вывалились, неплохо пошли. Ну, пошли раньше, чем я это рисовал здесь, но опять-таки я рисовал здесь от балды, сейчас я уже вижу, вышли с каналки, сделали ретест, сейчас как бы, ну, неплохо, но опять-таки подходим к уровню, то есть, ну, в принципе, по Ави есть шансы пойти вплоть до уровня там 150 долларов, ну, это понятно, будет случиться только тогда, когда биткоин развернется глобально, и мы выйдем с этой зоны 20 500 долларов. Так, что мы еще смотрели? Гал. Гал тоже по моей рекомендации неплохо вышел. Ну, идет к цели. То есть та же самая история. Та же самая абсолютно. Ну, растет доминация, падает монеты. Dydex. Ну, Dydex хорош. Ничего не могу сказать, если не публиковал по нему информацию. Вообще много монет рассмотрел. Я думаю, чтобы не затягивать это все, мы перейдем дальше в общение в телеграм-канал. Я думаю, что всем заходит та информация, которую я озвучиваю, публикую, анализирую все сам, потому что имею уже достаточно большой в этом опыт. Я думаю, что вы видите ту частоту информации, которую я даю, вы не получите ни в одном канале. Не там, где 1000 подписчиков, не там, где 10 тысяч или 70 тысяч подписчиков. То есть я люблю это очень дело, и да, это занимает часть моей жизни. Может быть, иногда чрезмерно, но тем не менее. Я так работаю, я так вижу, и я это делаю прежде всего для себя. Ну, а если это нравится и вам, то, как говорится, welcome, ребят. Поэтому всем хорошего дня, всем профита, всем удачи, всем пока.